Дорогие подписчики, нас уже 100 тысяч. В честь этого события и в честь приближающегося Нового года я хочу разыграть 5 подписок на курс по правильному образу жизни «Практика здоровья». В конце этого ролика я скажу про правила. Спасибо каждому подписчику и зрителю за то, что вы поддерживаете этот канал своей активностью. Мне приятно, что вы находите мои ролики полезными для себя и делитесь ими со своими друзьями, знакомыми и родными. Я очень ценю ваше доверие и впереди много интересного. Поэтому оставайтесь со мной, будем работать дальше. А что же все-таки делать, чтобы перестать гневаться? Я очень темпераментный человек, и со стороны этого не видно. Как я справляюсь со своими эмоциями и гневом? Я вам дам один практический совет. Гнев. Что это такое? Как мой дедушка говорил, что когда ты гневаешься, это не только разрушает тебя энергетически на психическом уровне и закрывает все возможности перед тобой, но и разрушает твое тело физически. Например, гнев пожирает твою иммунную систему. Откуда возникает гнев? Перед тем, как гневаться человек, всегда есть предшествующие эмоции. Это раздражение, неудовлетворенность и внутреннее напряжение. Эти условия приводят к возникновению гнева. Все, наверное, замечали, что после сильного гнева все мы ощущаем внутреннюю опустошенность и какую-то неловкость, которая долго сохраняется как осадок. Сейчас я попытаюсь вам объяснить, что имел в виду дедушка, когда говорил, гнев разрушает тебя физически. Когда мы гневаемся, в нас происходят определенные биохимические процессы. Происходит выброс кортизола и адреналина, что в свою очередь создает колоссальное напряжение в организме. Эмоция может пройти, а напряжение в организме остается. Если это возникает часто, раз за разом, это напряжение начинает накапливаться, что приводит к нарушению работы мелких сосудов, нарушению работы питания тканей, питания клеток. И это начинает разрушать наш организм физически. С точки зрения тибетской медицины, возбуждение желчи приводит к гневу. И это, в свою очередь, возбуждает ветер, что приводит к напряжению. Напряжение блокирует естественную циркуляцию слизи, и тем самым возникает зона застоя. Этот механизм с точки зрения тибетской медицины очень сильно влияет на здоровье наших сосудов. Мой дедушка говорил, чем у человека сильнее желчь, тем у него больше гнева. В России говорят, желчный человек, значит гневливый человек. А что же все-таки делать, чтобы перестать гневаться? Я могу сказать на своем примере. Я достаточно темпераментный человек, хотя этого не видно со стороны. Как я справляюсь со своими эмоциями? Я дистанцируюсь от своих эмоций. То есть, когда эмоция возникает, я осознаю эту эмоцию и не впадаю во власть этой эмоции. То есть я – это я, эмоции – это эмоции. И всегда сохраняется дистанция. Самое важное не сам гнев. Сам гнев, он время от времени, конечно, проявляется. Но важно не жить в постоянном раздражении, неудовлетворенности и в напряжении. Вот эти состояния как раз-таки очень сильно разрушают нас изнутри, так как они становятся ментальными привычками. То есть люди привыкают постоянно жить в раздражении, постоянно быть неудовлетворенными и постоянно быть напряженными по поводу и без повода. Я вам дам один практический совет. Когда гнев приходит, вы должны это осознать вовремя. Очень важно вот это время осознавания гнева. Если вы осознаете, вы должны почувствовать, как этот гнев приходит и откуда гнев приходит, и в ответ на что вы гневаетесь. И здесь, если вы все эти процессы будете осознавать, вы поймете, что эмоция гнева – это просто эмоция, иногда возникающие на разочаровании и обманутых ожиданиях. Здесь очень важно осознать, что мы не можем поменять мир, но мы можем поменять свои отношения на все, что окружает нас.
процессе работы над собой, над гневом, вы столкнетесь с множествами трудностей. В первое время вам будет казаться, что это не работает. Но не отчаивайтесь, пытайтесь, понемногу будет улучшаться. В конечном счете вы дойдете до того момента, когда гнев будет проходить за 2-3 минуты. И вы будете это наблюдать со стороны. Будьте здоровы! А теперь, друзья, правила конкурса, они очень простые. Первое, подпишитесь на мой канал. Второе, оставьте комментарий под этим роликом. Пожелания к Новому году для всех подписчиков нашего канала. 20 декабря мы остановим прием конкурсных комментариев и присвоим каждому комментарию порядковый номер. 23 декабря в 10:00 при помощи онлайн-рандомайзера мы выберем 5 победителей. Фото с результатами розыгрыша будет опубликовано в сообществе этого канала. Будьте здоровы!